В последние дни в некоторых районах Москвы и Московской области участились случаи пропажи людей. Сейчас же стал известным конкретный источник исчезновений. Ответственность за них на себя взяла группировка под названием «Гексагон». Как вы могли узнать из новостей города Королев, Гексагон занимается похищением людей, проводит на них хирургические манипуляции, которые сложно описать простым языком, и возвращает жертв обратно в жилые районы ради устрашения сограждан. Мотивы неизвестны до сих пор. МВД России бросило все силы на поиск похитителей. При этом стоит помнить, вклад каждого гражданина поможет избежать лишних столкновений с преступниками. Соблюдайте 3 простых правила. Первое. В темное время суток передвигайтесь в компании не менее 2 человек. Эти люди запомнят вас и помогут в дальнейшей идентификации. Второе. Тактика преступной группировки связана с похищением людей в открытых местах. Передвигайтесь неочевидным путем через дворы и переулки, где реже всего происходят эти преступления. Третье. В темное время суток сообщайте близким, куда и откуда вы направляетесь, чтобы вас было проще найти. Если же вас поймали, выполняйте требования преступников. Ваша жизнь важнее ценных вещей. Если у вас появилась возможность безопасно отправить сообщение спасателям, сделайте это как можно скорее по номеру 101. Будьте бдительны. Жители города Королев. МЧС России и администрация города Королев призывают вас к особой бдительности. Территория нашего города подверглась действию неизвестной природной аномалии, которая влияет на многих проживающих в городе. И, вероятно, именно она провоцирует регулярные пропажи жителей. МЧС России считает, в трудную минуту вы имеете право знать о ситуации в городе. Все, кто подвергаются действию этой аномалии и исчезают, далее мы будем называть их прохожими, делятся на 2 типа. Оба типа, по сообщению свидетелей, исчезают без явных на то причин. Не были зафиксированы причины для побега, или же общая характеристика, по которой их могли бы похищать. Прохожие типа А возвращаются через 2-3 дня. На их теле с небольшим шансом могут обнаруживаться ссадины, синяки и прочие несерьезные ранения. Сразу после возвращения и обнаружения около 90% прохожих типа А рассказывают о ненастоящих, никогда не случавшихся исторических событиях, такие как Третья русско-японская война, возведение Дворца Советов или же открытие мавзолея Сталина. МВД России предупреждает, это массовая галлюцинация. Не придавайте этому значения. В течение дня рассудок прохожего должен проясниться, и он сможет без проблем встроиться в общество. Прохожие типа Б, как правило, отсутствуют 5-7 дней. Если вы не узнаете лицо, голос, телосложение, мимику, количество частей тела, жестикуляцию, боль, уровень интеллекта близкого человека, к сожалению, больше это не близкий вам человек. Он подлежит нейтрализации. следующий пример поможет понять, как распознать прохожих типа Б. Если сейчас у вас есть возможность
покинуть Королев на неопределенный срок, пока МЧС России не урегулирует эту ситуацию? Сделайте это как можно скорее, ради вашего же блага. Сегодня отправить первого человека на Луну – это первостепенная задача для науки Советского Союза. Американские космические силы, как известно, прямо сейчас готовят проект «Аполлон», который позволит космонавтам США достигнуть этот манящий спутник Земли. Советский Союз, пусть он и готовит корабль, аналогичный Аполлону, все же стремится перегнать Соединенные Штаты Америки и создать уникальный, ранее не представлявшийся возможным способ перемещения в пространстве. Применяя чудеса ядерной энергетики, советский гражданин сможет переместиться на невиданные расстояния в одно мгновение. Так, космонавты избегут все опасности, связанные с полетом в космосе. Проект «Врата» призван воплотить в реальность идею такого быстрого перемещения. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев лично дал добро на начало исследований, и скоро советские ученые, несомненно, навсегда изменит жизнь СССР и вскоре всего мира. Да здравствует Советский Союз! Итак, в предыдущей записи мы разобрали определение, предмет, метод и значение межпространственной геометрии. В данной лекции мы затронем теоретическую сторону фигур в этой геометрии. Перед тем, как описать явление межпространственной геометрии, нужно поэтапно вспомнить, что из себя представляют измерения в целом. Но что насчет четвертого измерения? Его не расширить традиционными способами. Это не значит, однако, что его нельзя расширить вообще. Пройдемся по измерениям. Сначала идет первое. Затем второе. Это третье измерение. Наконец, четвертое измерение, о котором пойдет речь. Это время. Зрение довольно трудно представить, даже учитывая доступные модели. То есть увидеть мы можем лишь двухмерное изображение трехмерной тени четырехмерного объекта. Вениамин Белый в своем учебнике дает следующую трактовку объектам. Последнюю Белый в равной степени называет временем и версией. Вот тессеракт. Классический четырехмерный объект.
Вениамин Белый считает эти две точки продолжением одного пространства, в то время как остальные формы в развертке – это параллельные пространства, которые человек не сможет достигнуть в нормальных условиях. Чувство дежавю, при котором человек считает, что уже переживал определенный опыт. Чувство же мевю, при котором человек, наоборот, воспринимает пережитый опыт как новый. Индельвир, пока истивший базаты отжусанный мя не вижрат. Что может значить для человека такое перемещение через четвертую ось координат? Вениамин подчеркивает в своем пособии, что это риск, однако это тот риск, на который может пойти наука во благо всего населения Земли. Исследование дополнительного пространства. Как и любое достижение науки, будет сопряжено с риском, и задача ученых станет создать достойную подушку безопасности для своих.